В мире есть миллионы душераздирающих вещей, и потеря питомца – одна из них. Однако потерять их, не дав возможности попрощаться, это совсем другой вид душераздирающих событий. Автор сегодняшнего поста Марк изо всех сил пытается справиться со своими эмоциями, вернувшись из командировки и узнав, что его жена усыпила их собаку, пока его не было. Это может ощущаться как удар под дых, когда кто-то принимает решение по вопросу, который напрямую вас касается, без вашего согласия. Собака автора была с ним и в радости, и в горе более 10 лет и немного замедлилась. Он уехал в командировку и оставил собаку на попечение жены, но по возвращении узнал, что жена ее усыпила. Его жена настаивала, что у нее не было выбора, и что она хотела избавить его от боли, которую он испытывал, наблюдая за страданиями своей собаки. Он был зол и убит горем, потому что она не сообщила ему об этом, прежде чем принять такое важное решение. Для Марка его собака была не просто питомцем, она была семьей. Золотистый ретривер был с ним 12 лет, дольше, чем его брак. Она была рядом в жизненные взлеты и падения, и она много для него значила. Поэтому, когда ему пришлось уехать в командировку на неделю, он доверил жене заботиться о собаке и не принимать необратимых решений за его спиной. Марк отметил, что собака не была в явном расстройстве перед тем, как уйти. Она, конечно, замедлилась, но не было никаких признаков того, что она была на пороге смерти. Однако, когда он вернулся из поездки, он вернулся в пустой дом. Никакого лая, никакого ожидания у двери. Но, вероятно, ничто не могло подготовить его к новостям, которые он собирался услышать. К тому времени, как он спросил жену, где их собака, она призналась, что усыпила ее. По ее словам, состояние собаки ухудшилось, пока Марк был в отъезде, и ветеринар посоветовал эвтаназию. Его жена настаивала, что сделала это из доброты. Вместо того, чтобы обременять его болью от вида страданий собаки, она сама позвонила. Но Марк не был убежден. На самом деле, он знал, что его жена имеет тенденцию слишком остро реагировать, поэтому он остался в раздумьях, не слишком ли она просто слишком остро отреагировала на болезнь собаки. Чтобы получить ответы, Марк позвонил ветеринару, но не получил ответа. Вещи, которые становятся все более важными в современном мире. Они сообщают, что исследования показали, что владельцы домашних животных часто испытывают более высокую самооценку, лучшую физическую форму и более низкий уровень стресса. Жена Марка утверждала, что усыпила собаку, чтобы избавить мужа от боли, которую он испытывает, наблюдая за ее страданиями. Предположения о мыслях или намерениях другого человека могут привести к недопониманию, заявляют они. По словам тренера и мотивационного спикера Тони, для партнеров очень важно, по крайней мере, учитывать своего супруга при принятии решений и не предполагать, что он будет чувствовать себя определенным образом в той или иной ситуации. Это то, что делает отношения здоровыми, где есть взаимное уважение и доверие, поскольку это укрепляет связь. В обновлении Марк сказал, что он позвонил ветеринару и больше не уверен, что думать. Что вы думаете об этой ситуации? Как вы думаете, была ли жена вправе принять решение самостоятельно, указав причину, которую она указала, или ей следовало сначала проконсультироваться с мужем?